Приветствую всех любознательных и эрудированных. Сегодня перед вами развивающий тест, который станет настоящим испытанием для вашего интеллекта и знаний. Здесь вас ждут вопросы, охватывающие самые разнообразные сферы. Этот тест не только проверит вашу эрудицию, но и расширит ваш кругозор. Умеют ли пауки летать? Конечно, нет. У них же нет крыльев. Некоторые и правда могут, но не на крыльях. Все пауки умеют летать. Существуют некоторые виды пауков, которые могут перемещаться в воздухе. Они называются летающими пауками. Летающие пауки создают небольшие паутины, которые подхватывают ветры и помогают паукам перемещаться на небольшие расстояния. Этот процесс называется баллистика или паучьи паруса. Паук выбирает подходящий момент, чтобы выпустить нить паутины, и ветер уносит его на ней. Это позволяет паукам распространяться на новые территории, исследовать окружающую среду и находить пищу. В честь какого римского бога была названа планета Сатурн? Бога войны, бога любви, бога земледелия. Название Сатурна происходит от Сатурна, бога столицы, сельского хозяйства, времени, освобождения и богатства. Согласно римской мифологии, Сатурн был богом, который научил римский народ засевать землю семенами и выращивать урожай. Он также был богом времени. Планета Сатурн вращается вокруг Солнца и самая медленная из всех планет. Героями какого произведения являются Инесс, Эстель и Гарсен, а само действие происходит в гостиной в стиле Второй империи. Пятая колонна – Хемингуэй. За закрытыми дверями – Сартр. Как важно быть серьезным – Уайльд. За закрытыми дверями – одноактная пьеса Жана Поля Сартра. Впервые поставленная в театре Вьё-Коломбьё в 1944 году, является одной из самых репертуарных пьес Сартра. В первой журнальной публикации пьеса имела заголовок «Другие», что называется тихой актерской игрой, театр, балет, пантомима. Пантомима – вид сценического искусства, в котором основным средством создания художественного образа является пластика человеческого тела без использования слов. Как вид театрального искусства пантомима существует с древнейших времен. Самые ранние пантомимы были представлены афинянам в VI веке до нашей эры. В тот период пантомима была небольшой частью большой театральной культуры. Что буквально означает слово «ангел»? Мальчик, подобный юноша, вестник. Слово «ангел» произошло от древнегреческого слова «ангелос» и означает «вестник, посланец». Ангелы в иудаистической, христианской и мусульманской религиях – духовные бесплотные существа, обладающие сверхъестественными возможностями, назначение которых – приносить вести от Бога к людям, служить единому Богу, воюя с его врагами, воздавая ему честь, неся его волю стихиям и людям. Они либо исполняют это назначение, либо, отпав от Бога, изменив ему, становятся падшими ангелами и сами предстают как враги Бога и людей. При какой температуре горит бумага? 451 градус Цельсия, 451 градус по Фаренгейту, 843 градуса по Фаренгейту. Научные справочники говорят о том, что температура горения бумаги примерно 843 градуса по Фаренгейту. А если по Цельсию, то примерно 450 градусов. Температура воспламенения бумаги – величина вовсе не постоянная, эта температура будет зависеть от состава бумаги,
доли кислорода и других газов в воздухе, влажности, давления. Кроме того, многие виды бумаги имеют дополнительную обработку. Поэтому не стоит искать однозначное значение температуры для всех видов бумаги. Но возможно определить температурный диапазон, в котором при заданных внешних условиях произойдет гарантированное воспламенение бумаги. Когда бабочка не может летать? Когда холодно? Под дождем? Во время землетрясения? Бабочки не могут летать, если им холодно. Оптимальная температура для бабочки – 28-29 градусов тепла. Если температура воздуха падает ниже 12 градусов тепла, то они становятся неподвижными и не могут убежать от хищника. А также считается, что бабочки не могут летать во время землетрясения. Вероятно, потому что им сложно ориентироваться в пространстве из-за сейсмических нагрузок. Баклажан – это фрукт, овощ, ягода. Баклажан – многолетнее растение из семейства посленовые, поэтому он родственник помидоров, картошки и перцев. В ботаническом смысле плод баклажана – ягода, хотя в кулинарии это овощ. Баклажаны активно используются в кулинарии многих стран мира. Баклажаны также являются ценным видом ягодного сырья для консервной промышленности. Чем в 17 веке наполняли термометры? Коньяком, кровью, молоком. Самые первые приборы для измерения температуры заполняли крашеной водой, но такие термометры были очень непрактичны, так как вода замерзала, и стекло у таких термометров лопалось. В 1654 году герцог Фернандин I догадался заполнять термометры спиртными напитками, и использовались тогда для этого коньяк или бренди. Только в 1703 году появились первые ртутные термометры. Что объединяет компании Puma и Adidas? Это два названия одной и той же компании. Основатели этих компаний – братья. Обе фирмы начинали с производства зубных щеток. Рудольф и Адольф Даслер, основатели компании Джебруда Десла, братья, которые основали впоследствии Adidas и Puma с уникальной историей. Адольф жил разработками и производством обуви, постоянно модернизировал свою продукцию. Рудольф, успешный менеджер по продажам, имел навыки и видение в развитии бизнеса. Братья на протяжении многих лет конфликтовали. Братья после ссоры организовали собственные компании. Рудольф зарегистрировал Puma, а Адольф – Adidas.